Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень легкий, буквально воздушный, освежающий ягодный десерт «Клубничные облака». Десерт получается необыкновенно вкусным, тающим буквально во рту. Идеальная замена зефиру. Готовится он буквально из 3 основных ингредиентов плюс вода с небольшим количеством сахара. Можно вообще здесь убавить количество сахара до минимума. Без единой капли жира будем его готовить. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, 20 грамм желатина я заливаю 8 столовыми ложками холодной кипяченой воды и сразу же перемешиваю, чтобы ни в коем случае не образовались комочки. И оставляю просто набухать. Желатин здесь играет ключевую роль. Очень важно взять желатин качественный с хорошим еще сроком годности. Мой желатин в данном случае силой примерно 200 блюм. 400 грамм клубники. У меня свежая клубника, вы можете взять замороженную клубнику. Я пробиваю блендером до получения пюре. Переливаю это пюре сразу в кастрюлю, где оно у меня дойдет до кипения. Добавляю туда сейчас сок половины лимона. У меня клубника очень сладкая. Если у вас клубника не сладкая, а кислая, наоборот, лимон добавлять не следует здесь. 100 грамм сахара. Количество сахара здесь можно уменьшить до 70 грамм. Это все на ваше усмотрение. Иду сейчас сразу на плиту. Размешала всю эту смесь. Доведу ее просто до кипения. Ни в коем случае ничего не кипячу. Как только закипела смесь, я тут же снимаю ее с огня. Чуть-чуть она у меня остыла. Весь набухший желатин я добавляю к клубничному пюре. Все это перемешиваю до полного растворения желатина. Эта масса, заметьте, у меня еще достаточно горячая, то есть желатин должен раствориться в горячей массе. Ничего особо не жду, переливаю всю это в ту емкость, где я буду взбивать всю эту массу до пышности. Начинаю взбивать. Взбивать нужно будет долго, где-то минут 15. Вот так выглядит масса после 10 минут взбивания. Миксер у меня здесь очень маломощный, 240 Вт. И вот так она выглядит уже после 15 минут взбивания. Желательно что-то с крышкой взять, ту посуду, которую можно взбивать с крышкой, либо же накрыть салфеткой или полотенцем кухонным и взбивать под полотенцем, чтобы масса не брызгалась. Форма это у меня примерно 19 на 15 сантиметров. Дно формы я обязательно застилаю пищевой пленкой. Это сделать нужно обязательно. Смажу очень небольшим количеством, буквально капелькой растительного масла без запаха. Вы можете этого не делать, но я для подстраховки делаю. И перекладываю туда всю массу. Уберу сейчас все это примерно на 3-4 часа в холодильник. Это все будет зависеть от мощности вашего холодильника. Масса стабилизируется. Накрою ее пищевой пленкой, чтобы она просто не заветривалась. Краешки пищевой пленки также промазываю растительным маслом, чтобы не прилипало потом, и убираю примерно на 4 часа в холодильник. Достала из холодильника, масса уже готова, она уже очень стабильная, она не теряет своей формы при комнатной температуре, то есть она прекрасно держит свою форму, она не растекается. Сразу говорю, что в начинку для тортов ее использовать нельзя, она слишком нежная. Ее нужно подавать именно как самостоятельный десерт. Конечно же, ее можно сразу заливать в отдельные формочки и подавать как порционные уже десертные такие розеточки. 6 сантиметров в высоту у меня получилась вся эта масса. Нарезается она прекрасно обычным ножом. Не горячим, не влажным, обычным ножом я ее разрезаю. Съедается мгновенно. Не содержит в себе ни капли жира. Очень нежный, воздушный, легкий, летний, освежающий десерт. Лучше всего подавать, конечно, холодным из холодильника. Вот так он выглядит на разломе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.